Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас с вами будет очень важная лекция. Полнейшее объяснение всего мироздания. Соберу воедино все свои лекции. И, может быть, сегодня будет долгая лекция, поэтому готовьтесь часа на 2. Перед тем, как начать, я отключу лайки и дизлайки, чтобы всякого рода живность нам не мешала вести эфир, чтобы мы спокойно с вами прояснили все вопросы. В этом эфире я полностью вам объясню, откуда мироздание, какие законы у мироздания, боги, духи, демоны, демонический мир, дьяволический мир, мир богов, черная воронка, врата зла, хаос и так далее, и так далее. Сейчас, секунду, только отключу. Он еще не появляется сейчас. Все, устройство мироздания. Прекрасно. Ну, чтобы у нас просто было нормальное, спокойное человеческое общение с вами. Зачем всяким существам безмозглым позволять нам мешать, правда? Срывать эфиры. Итак. Так, давайте проверю еще здесь. Отключены ли лайки и безлайки. Проверю еще здесь. Вот он. Поздно дошло. Все, прекрасно. Начинаем лекцию. Я вот даже ручку с бумагой взяла, буду отмечать по ходу, глядя на вопросы, чтобы не забыть потом объяснить и то, и иное явление в том числе. Так, вот эти ручки как бы надоели мне уже. Ни черта не пишут, на кой черт вообще они нужны. Так. Добрый вечер. Начнем с того, дорогие друзья, что мироздание трехграневое. Мы говорим 4 стороны света. Да, стороны света 4. И две, скажем так, грани верхние и нижние. Это верхний и нижний мир. Но само по себе мироздание делится на 3 части. Трехграневые. Точно так же и Луна имеет 3 возраста. Растущая Луна, круглая Луна и убыльная Луна. Возраст человека – детство, молодость и старость. Трехликие богини – самый распространенный культ. Геката Тривия – 3 возраста женщины, 3 грани человека и прочее, прочее. Мы с вами сейчас обсуждаем мироздание, то есть здание мира, постройство мира, мироустройство. И 3 грани мироустройства. Нижние и верхние миры, бездну, которая называется Тартар в некоторых легендах. Что такое бездна? Откуда приходят души, куда они уходят, почему не существует реинкарнации, перерождения, почему некоторые люди могут обладать огромными способностями, знаниями, тысячелетними, словно им по 1000 лет. А есть люди, у которых более низкая, скажем так, низкая интеллектуальная способность и душа низкого полета. Что такое астрал? Почему делится астрал на горизонтальный и вертикальный? Кстати, горизонтальный и вертикальный астраль – это я разделила и объяснила, почему она так разделена. Духи, души, сущности, силы и так далее. Начнем. Мироздание разделено на 3 части. Мир богов, мир дьявола, дьяволическое древо и врата зла.
черная дыра или воронка в космосе. И это царствие зла, злых сущностей, злых богов, злой силы. Мир богов нейтрален. Он не относится ни ко тьму, ни к свету. Мир дьявола считается тьмой. Тьма, то есть знания, которые даны не каждому. Темные знания, закрытые знания. Попробуем-ка вот это вот закрыть. Может быть, более как бы спокойно будет. Да, слишком ярко и глаза колет. Вот так лучше. Главное не картинка, а то, что я вам говорю. Правильно ведь? Дальше. Третья грань. Царствие зла. Там, куда уходят злые души людей, куда уходят люди, которые нарушили законы мироздания. Кто вы такой вообще, чтобы сюда лезть со своим уставом? И сейчас каждый из них мы с вами рассмотрим. Боги. Откуда пришли боги? Из каких измерений, каким образом? Мы знать не можем, потому что наш разум, наш мозг еще не способен осознать. Но боги – это энергии. Энергии, которые создались со временем. У каждого божества есть своя сфера. Верховное божество, которое существует, тот, который создал, который воспроизвел все, что есть в нашей жизни, в нашем мире, не во Вселенной. Вселенная сама, она создана изначально еще до богов. Вселенная сама мать богов, которую называют еще хаосом, великим хаосом. У каждого бога есть своя сфера деятельности, но есть верховная сила, от которого отделились, оторвались маленькие энергии. Знаете, как снежный ком отрывается, да, и начинает кататься сама по себе, и начинает увеличиваться. Вот от верховной огромной энергии отрывались маленькими кусками определенные энергетические поля и начали сами по себе начинать усиливаться. Потом каждый из этих энергий занял свою нишу, свое место во Вселенной. Но люди, когда создавали знания о богах, когда боги людям открывали о себе знания, о себе, скажем так, мифы, легенды, да, сказания, они отдали людям в таком обличии, в таком образе, в котором человеку легко воспринимать, дорогие друзья. Потому что нам легче воспринимать, что Бог – это нечто такое, седой старик, добрый, да, с добрым лицом, очень мудрым, который сидит на троне, то есть он верховодит, он царствует. И мы идем к этому трону и просим. Человек создал легенду, то есть знание о богах таким образом, который позволяет его разум и сознание. Поскольку человек считает, что власть имущий обязательно сидит на троне, поскольку власть имущему нужно идти на поклон, кланяться и просить, значит, получается, что Бог Верховный сидит на троне, он добрый, он создатель, он отец, и человек приходит к нему на поклон и просит. Поскольку у Бога есть, Верховного Бога, есть дети, поскольку у Верховного Бога есть дети, которых он поставил в разных сферах человеческой деятельности, то человек предположил, что эти боги в женском обличии, в мужском обличии, да, и он их изобразил. Если это богиня любви, то она должна быть красива, она должна обладать определенными качествами магии, чаровничеством и так далее. Если это бог войны, значит, он должен быть в кольчуге, значит, он должен сидеть на лошадях или вести карету с лошадьми, значит, у него должен быть лук, меч и так далее. То есть люди начали рассказывать о богах так, как они могут представить, как их сознание способно это воспринимать. Но боги этому не противились, наоборот.
Боги дали им еще больше и больше почвы для размышления. Они им дали сказания, они им дали различные рассказы о богах, об их любви, об их героических поступках, об их помощи человеку и так далее. То есть боги эту связь поддержали и начали подпитывать человека знаниями о богах. В этом мире нет ничего аномального, дорогие друзья. Ничего аномального не существует. Вот мы говорим, вот человек шел, да, вот вдоль стены. А у нас сколько было таких случаев, когда мы видим человека, ну вот идет живой человек, идет навстречу или мимо проходит. Потом секунда, его нет, он где-то растворился. Мы думаем, да, ну не может такого быть. Как так вообще понимать? Ну вот человек же был, меня же за сумасшедшего примут, если я скажу. Ну вот он был, а вот его нет, он куда-то лез. Куда он пошел? Это нереально, это стена. А он за стеной куда-то ушел. И мы говорим, аномалия, мистика. Мы говорим, мы шли возле кладбища, мы видели, как ходит женщина там со свечой. Повернулись, женщины нет. Ну, не могла она за доли секунды там исчезнуть. Аномалия, говорим мы. Но аномалии на Земле, в природе не существует. Что это означает? Это означает, дорогие друзья, что мы просто не знаем некоторых законов Вселенной, поэтому не понимая, не умея объяснять, не зная, как это можно объяснить, мы это называем аномалией. Вот смотрите. Человек, ну вот женщина, бабушка, да, в селе сидит, знахарка, ведьма, как хотите называть. Приходят к ней люди. Приводят ребенка заговаривать пупочную грыжу. Мы знаем, что иногда пупочная грыжа вообще лечится медицинским вмешательством. Покажите мне в России человека, который своего ребенка отвел к врачам делать операцию на пупочной грыже, но не отвел к бабушке какой-нибудь прошептать. Покажите такого человека. Любой человек, у которого была пупочная грыжа, любой человек отводил к ведунье заговаривать. Любой. Верит он в это или не верит, даже сам врач-профессор заговаривал, именно водил ребенка заговаривать. Хотя сам доктор. И вот женщина садится и начинает читать что-то. Несколько дней возят ребенка, и больше пупочной грыжи нет. Аномалия. Вот спросите себя, а как это получается? Вот как? Вот человек сидит, ну ладно, примерно скажу. Значит, котище, выгрызай, выедай пупочную грыжу, грыжу такую-то, грыжу болючую, сыпучую, там и так далее, и так далее. Вот она 3 дня читает, вот обычные слова. Кот, котище, выгрызай, выедай. Ну, а что здесь такого интересного, да? Что здесь такого сильного, непонятно. А вот через некоторое время эта грыжа исчезает. То есть устами этого человека обычные простые слова, которые... Здравствуйте, Наталья. Которые как бы непонятно вот о чем, о каком коте, о чем, кто должен чего выгрызать и так далее. Вот просто вот эти слова в устах какого-то человека, который силен, превращаются в спасительные слова и лечат человека. Объяснение есть этому? Нет. Мы говорим аномалия, мистика. Но аномалии мистики на Земле не существует. Это говорит о том, что есть законы природы, о которых мы понятия не имеем, дорогие друзья. Мы понятия не имеем, что это за законы природы, по каким законам это срабатывает, но мы знаем, что это есть. Дальше. Вот мир богов. Огромная энергия, от которой оторвались маленькие энергии и ушли в мир. Начали сами усиливаться, подниматься, потом каждая энергия взяла в свою определенную сферу, и создались боги. Человек начал им давать определенные черты характера. Боги вошли в контакт с человеком и сказали ему: опиши нас такими. Вот я буду верховный бог, я верховный бог. Опиши меня таким, я вот такой-то. Я любвеобильный, у меня много детей на земле. Я у разных женщин бываю, они рождают полубогов, полугероев, если греческое, да, человекоподобные боги, например.
Давайте расшифруем. О чем сказано здесь? Здесь сказано, что у Верховного Бога есть свои дети, то есть избранные люди, которые вроде люди, но у них больше способностей и знания, чем у обычных людей. И они тем и отличаются от людей, что они могут больше сделать. То есть они герои, герои своего века, герои своего времени, герои человечества. Значит, они дети богов, избранные. Вот отсюда и понимание того, что Верховный Бог в греческой мифологии Зевс, в другой мифологии по-другому, он любвеобилен, у него много жен и много детей на земле, которые отличаются и оставляют свое имя в истории человечества. То есть избранные люди, не такие, как все. Второе. Афродита. Афродита была изначально женой Гефеста. Гефест изображался, он был бог-кузнец, бог искусства, бог ремесел. Вот он, Гефест, изображается с этим молотком, значит, кузнечный мех, он в своей кузнице делает разнообразные украшения, он обожает Афродиту, целует ей ноги, дарит ей такие невероятные короны и прочее, что многие богини ей завидуют. Он поклоняется, он любит эту женщину, но любит ли она его? Нет, она ему изменяет. С кем? Со свирепым богом Аресом. С тем, кто ее бьет, унижает, кто изменяет ей, кто жесток и бесчеловечен. Смотрите, Афродита – сама любовь. Любовь выбирает страдания. Любовь выбирает мучения. Женщина любит того мужчину, который ее мучает, но не любит того, кто готов ей задницу целовать. Вот не любит. А почему? А потому что у вас, дорогие друзья, у вас у всех, у мужчин и у женщин особенно сильно. Значит, в голове одно место, точка удовольствия и точка боли расположены рядом. Ученые это выяснили. Когда человеку причиняет боль, это в какой-то мере доставляет ей удовольствие. Что мы смотрим с детства? Скажите мне честно. Ужастики, страшные вещи. Там человека убивают, съедают живьем. И ай, кричим, лежим там, в одеялом закрылись, глаза только видны, сидим, смотрим этот жуткий фильм. Зачем нам нужно посреди ночи? Ночь, ужас вокруг, а мы это смотрим, нам страшно, ужасно, просто ужасающий, кошмарный фильм. Но мы испытываем удовольствие от страха. Причем здесь мазохизм? Мы испытываем удовольствие от страха и боли. Куда мы идем смотреть? Когда люди там друг друга бьют, когда там устраиваются какие-то разборки, мы все бежим смотреть. Мы смотрим эти страдания, и мы испытываем удовлетворение, нам хорошо. В Древнем Риме говорили, если хочешь женщину возбудить, отведи ее на гладиаторские бои. Пожалуйста. Гладиаторские бои, где люди убивают друг друга, где люди режут друг друга, где там с дикими зверями состязаются. Но потом у этой женщины происходило просто любовное там экстаз. Почему? Почему это происходило? Потому что наше вот это место, отвечающее, то есть за страдания, отвечающая за страдания точка в голове и точка, отвечающая за удовольствие, расположены рядом. Поэтому женщина, которая богиня, которая должна, то есть руководить любовными делами, Афродита выбирает кого? Бога войны, жестокого человека, человека свирепого, человека безжалостного и любит его, бросая своего послушного, хорошего мужа. Сколько женщин так уходят к таким любовникам ярким, сильным, яростным, жестоким, готовым обидеть их? Многие. То есть издревле боги человеку что хотят этим сказать? Они хотят этим сказать человеку, что человек любит страдать, он выбирает страдания сам, и от этого счастлив, к сожалению.
То есть разберись в себе, что ты неправильно живешь, ты страдаешь и испытываешь счастье. Есть люди, у которых вся жизнь это страдание. Они готовы страдать без конца. Если у них это страдание отберете, их жизнь потеряет смысл. Далее. Боги. Вот мир богов существует, и мир богов руководит судьбами людей. Каждое божество взяло себе определенную функцию. Боги, которые дают человеку власть, деньги, прочее, прочее, самые востребованные. То есть, естественно, что мы приходим к ним, просим, они нам дают, мы им даем эту положительную энергию, для них это подпитка, аккумулятор. Теперь смотрите. Есть боги, которые отошли в мир хаоса, то есть ушли. Мы забыли их имена, но они существуют, но они ослабли. Боги усиливаются и ослабевают. Если человек получает за свое служение богам благо, он получает их не случайно. Дорогие друзья, любой человек, который усиливает определенный культ на земле, боги в благодарность платят этому человеку достатком, удачей, защитой и так далее. Почему? Вот смотрите, я привела культ богов, объяснила людям, кто такие боги, как они существуют, что они хотят от нас, чем они платят за хорошее, за плохое, да? Но более всего мы с вами возвысили культ какой? Богини? Фортуны. Фортуны, удачливой судьбы. Судьбы, которая одаривает, помогает. И теперь смотрите. Ваша мольба, ваша просьба, которая все время направляется к трону фортуны, она слышится. Иди сюда сейчас же. Бегом давай. Бегом. Иди сюда. Опять эти, пошли дети. Иди сюда. Она слышится фортуной. Вы получаете от нее то, что попросили. Вы радуетесь, так? У вас внутри начинается подъем. Почему говорят, богатые богатеют, бедные беднеют? Объясняю еще раз. На радостях вы излучаете положительную энергию. Вы питаете эту силу, силовое поле фортуны. За то, что вы питаете силовое поле, она вам дает опять. Смотрите, дорогие друзья, подразделяем мир богов. Боги. Дальше идут силы. Силы – это эгрегоры, то есть силовые поля, энергетические поля, которые подчиняются каждому. У каждого бога своя сила, своя мощь. Дальше могут прийти демоны, которые им служат, но мы пока про демонов сейчас не будем говорить. После идут духи, то есть сущности природы, сущности мироздания, сущности различных сфер. А потом идут души. Души – это уже умершие, те, которые ушли. Потом идут сущности природы. И вот так вот до низменных духов. Вот так состоит иерархия богов. Еще раз, боги, силы, силовые поля, энергетические поля богов. Духи – это сущности мироздания. Души – это уже умершие люди. Дальше уже низменные сущности, это их еще называют, в разных религиях по-разному, не будем сейчас. Сущности уже низменного уровня, низменного астрала, который, чье предназначение в основном зло. Теперь смотрите. Каждое божество заинтересовано, чтобы к нему часто обращались к его культу. Почему? Потому что, смотрите, Бог есть высшая энергия. Бог должен что-то отдать своему силовому полю, этой энергии, подпитывать энергию. Бог должен что-то отдать и подпитывать духов, которые служат ему.
И те, в свою очередь, что-то должны отдать и подпитывать души, которые служат ему, да? Зарплату выдать, давайте так грубо скажем. Вот он директор, он должен выдать зарплату своим замам, своим работникам и своим там чернорабочим. Чем выдать эту зарплату? Бог может выдать свою энергию, у него есть огромные источники энергии, он берет из космоса. Но этого недостаточно, чтобы расплачиваться с этими силами. Любой властимущий, любой султан, любой император, который хочет сидеть на троне, он должен быть богат. У него должна быть казна, откуда он выдает жалование. Кто будет за него воевать без денег? Никто. Кто будет ему служить без денег? Ну ладно, рабы. А над рабами же есть те, которые смотрят, да? Надсмотрщики, которые получают зарплату. Евнухи, гарема, там повара, рабочие и прочие. То есть всем надо платить зарплату. То же самое происходит и с Богом. Он должен что-то отдавать своему эгрегору, как-то насытить. Энергия нужна. Духи просто так ничего не делают. Духам нужна энергия, богам нужна энергия, душам нужна энергия, демонам нужна энергия, всем нужна энергия. Вот эту энергию с вами мы даем. Мы просим. И когда божество нам дает, вот он закон Вселенной, я же вам объясняю, закон мироздания. Мы просим, мы получаем, мы радуемся. Наш вот этот порыв счастья, он огромная энергия идет туда. Мы просим, мы получаем наш вот этот порыв счастья еще больше. Мы просим, мы просили, получили машину. Ура, счастье, здоровье, спасибо большое, низкий поклон, зажигаем ей фортуне, там радуемся, готовы целовать эту статую. Спасибо тебе, родная, милая матушка, богиня, что ты мне помогла. Пошла вот эта вот огромная энергия счастья. И таких, как вы, сотни тысяч, если не миллион, да? Вот представьте, она дает тебе вот это, ты счастлива. Почему я говорю, единственный способ победить зло – это быть счастливым. Единственный способ победить несчастье в своей жизни – это быть счастливым. Когда вы несчастливы, вы притягиваете другие сущности из врат зла. Сейчас до него тоже дойдем. Теперь смотрите. Вы порадовались. Аккумулятор, знаете, вы аккумулятор живой, природный. Вы энергию берете с земли. Вы энергию берете с мироздания, отовсюду. И эту энергию отдаете богам. Из-за радости, из-за счастья. Вот она дала тебе машину, у тебя счастье. Ты думаешь, так, она мне дает, надо еще просить. Она даст всегда. А я говорю, она не устает вам давать, потому что это энергообмен. Это не ограничено вот сейчас, знаете как? Вот сейчас вот дам, и больше хватит. Нет, вы тысячелетиями можете, если вы 1000 лет, я сохраню эфир. Если бы вы 1000 лет жили, вы бы 1000 лет просили, получали. Но вы можете получить, могут получить ваши дети, внуки и правнуки. Бесконечно это энергообмен. Вы за это платите радостной энергией, дорогие друзья, это не бесплатно. Но когда вас пугают религиозные фанатики, что вы отдаете душу, счастье, здоровье, никогда не верьте этому. Ни один человек не умер еще от счастья. Умерли от нищеты, от бедности. Скажите мне, какой человек умер от того, что у него 2 квартиры сразу получились? Какой человек умер от того, что смог машину своей мечты купить? Покажите мне такого человека, который помер от счастья. А вот что человек помер, потому что денег не было лечиться, это я знаю. Что человек помер, потому что были постоянно стрессы и бедность, такое полно. А вот чтобы человек помер от того, что он вылечился, что он помолодел и получил машину, а потом купил дачу, такие случаи мне неизвестны. Если такие случаи есть, пожалуйста, поделитесь, мы вместе как бы посочувствуем этому человеку, который помер из-за того, что столько всего получил хорошего в мире. Понимаете, мне кажется, от того, что ты получаешь, ты еще больше продлеваешь свою жизнь, а не наоборот. Потому что помереть от того, что ты богатеешь, я таких людей не знаю. Помереть от того, что у тебя мечта сбывается, я таких людей не знаю. А вот помереть от стрессов постоянных, от бедности, от безысходности, это полно. Так вот, дорогие друзья, что такое вот плата за хорошее? Плата за хорошее – это наша энергия.
Мы эту энергию отдаем Богу, определенному, к которому мы обращаемся. Он нам дает желаемое, он нам дает нашу мечту, мы радуемся, наша энергия идет к нему, он усиливается, его силовое поле начинает усиливаться за счет нашей энергии. А мы подумали, ничего себе, она нам дала, давай еще раз попросим. Мы опять попросили. Она дает еще больше, потому что мы постепенно поднимаемся с одной волны на другую. Теперь вспомните выражение «на своей волне находится». Волна, что такое волна? Мир состоит из волн, как паутина, вот так вот, волны. Сначала ты вот здесь находишься, например, волна страданий. Может, по разным причинам. Может, как бы родовое проклятие, может быть, родители ненавидели, проклинали, может, ты сам по себе. Вот смотрите, вот вы находитесь на волне несчастья всю жизнь, да? У вас все время не получается, вы еще больше плачете, плачете, а злым силам нужно, чтобы вы много страдали. Вы отдаете энергию страдания, а значит, вы помираете, они вас высасывают. Теперь смотрите, вы начинаете просить у Бога помощи. По-разному, своими словами, там, заговорами, ритуалами, обращениями, неважно. Вот вы постепенно, ваша энергия начинает подниматься до уровня, до волны, вот счастливой волны, до волны удачливой, до ее волны. У каждого божества есть своя волна. Вот вы от волны несчастья и усталости и безнадежности поднимаетесь до волны удачливости. И вот на этой волне вам надо удержаться. Как только вы поднялись на этой волне, не забудьте все время просить и получать. Это даже ваш долг, потому что чем больше вы просите, тем сильнее она выполняет. Иногда есть люди, которые уже начинают просто просить, не то что просить, там хотеть, только мысль. У них уже начинает получаться, у них шок. Боги начинают читать твои мысли. Они обращают на тебя внимание. Пространство начинает тебе подчиняться. То есть, вот не скажу там особо, но ты становишься как маленький божок, знаете ли. У тебя вокруг твое пространство, твой эгрегор. Тебя кто-нибудь обидел, сразу же расплачивается. Ты что-то хочешь купить, тебе сразу дают возможности. Ты пошла купить себе шубу, тебе сразу дают скидку. Ты что-то планируешь, тебе сразу на это приходят деньги. Ты становишься маленький божок. То есть ты становишься такой сильный человек, сильная человеческая личность, которая начинает вокруг себя, вот пространство начинает этому человеку подчиняться, делать так, как он хочет. За счет чего? Из-за чего? Из-за энергии Бога, к которому вы все время обращаетесь. То есть ваша плата – это энергия. Вот смотрите. Поэтому каждый бог заинтересован, чтобы вы к нему обращались и получали. Но есть боги, которым не позволено обычному человеку просить, дорогие друзья. Это боги темной сферы. Это боги темных сфер, которые... Про ад и рай мы поговорим чуть позже. Боги темных сфер. И к ним приходили только через жрецов. Вот давайте я сейчас даже напишу про ад и рай, чтобы не забыть вам рассказать заодно. Вот. Итак, повторим с вами. Повторение – мать учения. Закрепим с вами, как любой педагог, я сейчас у вас требую ответа. Из чего состоит мир богов? Боги, силы, духи, души, сущности, потом души мертвых и так далее. Это иерархия божественного мира. Дальше. Что это такое, дорогие друзья? Боги у каждого народа не свои. Это те же самые боги. Но, ну если ваш отец умер от радости, это еще не говорит о том, что все помрут от радости. Гуар, вы сейчас говорите глупости, реально. Значит, слушайте меня. Боги у всех народов, да, и духи природы, это последние духи. Боги у всех народов одни и те же. Просто называются по-разному. Например, Афродита у греков Афродита, у римлян Венера, у
кельтских народностей это Фрея, правда, у нее несколько функций. Опять же, она замужем за богом войны Одином. Опять же, в африканском культе Афродита Ошун замужем за Шангу, богом войны. Армянская Афродита Астрик замужем за богом войны Ваагном. Понимаете? Видите, одно и то же. Народы, которые не общались особо, но у них одинаковая мифология, то есть одинаковый рассказ о богах, это говорит о том, что у всех одни и те же боги, но называются по-разному. У индусов Вишну, у армян Ари или Арамаст, у грузин Армази, у вайнахских народов Делла, у римлян Юпитер, у греков Зевс. Одно и то же. У африканских народов зомби, чтобы вы знали, слово зомби означает создатель. Поэтому этих людей, которых создавали колдуны якобы, называли зомби. На самом деле это сильно преувеличено, дорогие друзья. Вот эту Мэри выкинем отсюда нахрен. Сильно преувеличено, потому что, да, у персов Ахура Мазда, ну вот так и получается. Я Юлий Цезарь, несколько вещей делаю одновременно. Дальше. Подождите секунду, вопросы потом зададите насчет богов, чтобы я не путалась. Конфликты между богами, естественно, происходят, потому что боги своей сферы деятельности делят. Например, боги темных сфер всегда хотят поглотить богов светлых сфер. Ну, это так условно разделяем, да? Не добро и зло здесь играет роли, а верховные боги всегда дорожат за свой престол. Почему мы говорим, вот война богов, почему мы читаем там всякие легенды о захвате трона богов и так далее. Вот оттуда и идет, как я и объясняю, какой бог теряет свою силу, тот уже уходит в глубины хаоса, дорогие друзья, уступая свой трон. Смотрите, архаические боги. Было очень много архаических богов, о которых мы уже не помним. Культ Виданы, например, которая ушла в прошлое. Видану, богиню Видану мы мало знаем. А ведь слово «ведьма» оттуда и пришло. Они были поклонницы культа богини Виданы. Когда ведьмы начали говорить о том, боясь, может быть, расправы, боясь, что не сохранится их древние знания, начали меньше произносить, начали меньше показывать эти поклонения и прочее, прочее, то культ Виданы постепенно ушел. То есть богиня Видана потеряла силу. Для того, чтобы Видану по новой возродить, дорогие друзья, мы должны по новой начинать с нуля создавать ее культ. Вот теперь смотрите, почему я... Причем тут твой бог, уважаемая Наталья? Твоего бога оставь себе. Почему я вам говорю, что, смотрите, я привожу вам более сильных богов, чтобы они вас слышали. То есть не тех потерянных богов, о которых мы уже почти не помним, а тех богов, чей культ еще более-менее сохранился. Иначе толку никакого не будет. Фортуна. Ее культ сохранился до сих пор. Кто у нас еще идет? Богиня правосудия, Фемида. Ее культ сохранился до сих пор. То есть они над этими сферами человеческой жизни властвуют. Афродита. Ее культ сохранился до сих пор. И так далее. То есть те божества, которые сильны и которые способны тебя услышать и помочь. Теперь о конфликте, о войнах между силами. Сейчас я вторую сферу скажу и так далее. Боги могут связываться и полюбить, и как бы отойти в сторону определенных сил. Силы друг друга уважают, они никогда не противятся вхождению богов в разные сферы. Единственное, что они не прощают и не принимают обратно, когда, значит, божество уходит за врата зла. Вот божество, которое уходит туда, обратного возвращения не имеет права.
оно больше не возвращается, остается там, в этой черной воронке. И один из этих богов все-таки туда ушел. Так, вот этих вот чмошниц я выкидываю, потому что вы мне мешаете. Идите, материализируйте, что хотите. Имейте совесть слушать и не перебивать, потому что у меня нет столько сил сидеть и следить за вами, что вы какую-то тупость будете нести. Дальше. Вторая часть. Дьяволическое древо. Вторая часть хаоса, мироздания. Дьяволическое древо. Дьявол – это не добро и не зло. Дьявол – это абсолютно отдельная сила, которая не зависит от богов. Его создали не боги. Он точно так же создан Вселенной. И наш мозг еще не дорос, чтобы мы поняли, каким образом это происходило и происходит. Дьявол – это абсолютно отдельная часть мироздания. Я бы попросила посмотреть древо дьявола и богов, и еще посмотреть дьяволическое древо, то есть дьявол, родословное древо. Есть 3 огромные силы темного хаоса, то есть демонического древа. Дьявол, сатана, Люцифер. Я об этом уже говорила. Есть 3 типа мужчин. Алевтина Баранова, ваша фамилия вам очень соответствует. Я не знаю, каким местом вы слушаете, но одно и то же спрашивать по новой, когда я только что сказала. Это, по-моему, действительно вот удел вот этих вот П. 3 типа мужчин существует на Земле. Один тип дьявол, второй тип сатана, третий Люцифер. Сейчас вам объясню. Дьявол дает тайную силу, тайные знания, тайную власть. Сатана дает возможность продвинуть эти знания вперед и получить с помощью этого деньги и славу. Люцифер, он воин. Люцифер защищает человека, которому помог старший из дьяволического древа, дьявол, то есть дед его, да, которому покровительствует его отец сатана, и он этого человека защищает. Вот это и называется черная троица. Теперь, чем питается дьяволическое древо? Что он хочет взять? Давайте я вам еще раз напомню. Человек написал шедевральную книгу. Человек написал какое-то полотно, которое нереально до сих пор разгадать. Человек написал музыку, которую до сих пор люди не могут понять. Как может человек вот это сохраниться, отстаньте от меня. Не может понять, как может простой смертный человек такое написать. Это нереально. А я вам сейчас скажу. Вы приходите, смотрите полотно, и у вас такой внутренний подъем, такое удивление, такое умиление этим всем, такое очарование, понимаете? Это энергия очарования, это энергия удивления, любования и так далее. Это абсолютно другая энергия. Она сильнее даже, чем энергия счастья. Вы удивляетесь, ничего, как это возможно такое создать? Это какая красота. Вы смотрите какую-то лекцию и думаете, боже мой, я не могу оторваться. Это какие умные вещи человек говорит. Откуда знает этот человек такие вещи? Восторг, да. Вот это самая сильная эмоция сродни, извиняюсь, оргазму, экстазу почти. Это идет в дьяволическое древо. Запомните, этот человек не только от богов получил силу и знания, он получил от дьявола. И поэтому мы всегда подозреваем людей, у которых успех, которые могут такие шедевры придумать, которые могут такие лекции создать. Это нереально, как это возможно?
всегда таких людей подозревали в чем? В сговоре с нечистой силой. Как Булгакова, например. И многих-многих говорили, ну не может же человек, вот человек простой, человек такой создавать. И это кто-то ему дал. Вот. Дьявол. Дьявол дает знания, которых нет ни у кого. Человек от богов, пришедший, не может вызвать, даже он не может вызвать такого восторга, как человек, пришедший от дьявола. Любое его дело, композитор он, философ он, лектор он, учитель он, писатель он, кем бы он ни был, это человек, который вызывает восторг. И в его словах логическое объяснение всего, которое... То есть ты получаешь все, о чем хотел узнать. Вот все ответы на твои вопросы, которые тебя всю жизнь мучили, так логически объясняются, что ты поражаешься. Ну как? Откуда это возможно знать? Ну это нереально. Как же можно это все... Я в шоке, я в восторге. Вот. Как только вы в восторге, от вас отделяется очень сильная энергия. Настолько сильная, которая питает дьяволическое древо. Если боги, смотрите разницу, если боги всем дают, всем, кто к ним обращается и просит, любому человеку дают, и потом вот эта энергия счастья подпитывает богов, да? Ой, пошли вон отсюда. Пошли вон отсюда! Я полчаса рассказываю, в чем плата за дьявола. Вы опять гавкаете тут, как я устала. Если боги дают человеку, любому человеку, вот любому из вас они дадут то, что вы просите. Кому-то быстро, кому-то чуть попозже, кому-то чуть труднее пойдет, но у всех получится. Любой из вас, который будет просить у богов, любого бога, который там вас научили, объяснили, как просить, любой из вас получит от этого бога помощь. Но не любому из вас дьявол даст то, что вы просите. Чего? Я чутко занимаюсь творчеством, конечно, пошла вон. То есть пошел вон. Чуточку не занимаются, чуточку беременной не бывает, чуточку геморроя нету. Есть прям хорошая беременность и хорошее занятие магией. Чуточку никто не занимается. Кто чуточку занимается, тех я посылаю на гору туда, китайскую. Не злите меня. Чуточку магии, чуточку так и не сувайтесь туда, куда вас не звали. Это всех касается, всех. Даже тех, кто меня здесь расхваливает, всех касается. У кого-нибудь увижу черные ритуалы, по башке настучу. И мне плевать, пошлю вас очень далеко. Итак, разница между дарами богов и дьявола состоит в том, что боги помогают любому, кто обращается, а дьявол помогает только избранным. Это раз. Во-вторых, вы сами приходите к богам и просите, вас боги к себе приводят через знающих людей. А дьявол сам выбирает человека и одаривает еще до рождения. Разницу поняли? Есть люди, которые и от богов, и от дьявола, из дьяволического древа. Они и то знают, и это знают. Но таких очень мало. К богам вы можете идти все. Просить, получать, просить, получать. Боги вас ведут к себе через своих людей. Дьявол сам находит. Дьявол не ждет, чтобы вы к нему пришли. Толпа людей ему не нужна. Дьявол не принимает ничьи души. Когда мне, ой, я хочу душу продать, я всегда говорю, а нахрена ему нужна твоя падшая, несчастная, униженная душа, готовая за деньги продаваться? Он будет искать высокие души и покорять. Не убивать, не пугать, не запугивать, покорять. Покорять тем, что дает ему славу, имя, деньги, поклонение. Только иди сюда. А почему идти? Потому что через этого человека
Он берет энергию с людей, хорошую энергию, хватит пугать людей. Дьяволу не нужны ни кровавые жертвы. Те, которые себя называют сатанистами и убивают кошек и собак, это душевно больные, психически больные, тупорылые существа, которым место в дурдоме. Никакие они не сатанисты. Не надо как бы сатану обвинять в человеческих тупостях. Это душевно больные существа, которых надо принудительно просто надевать на них рубашки и лечить. Они никакого отношения к дьяволу не имеют. Дьяволу это не надо 100 лет, абсолютно. Теперь слушайте. Первая энергия, которая идет к нему, это восторг. Это восторг людей, которые превращаются в энергию для дьяволического древа. Второе, что идет к нему, сейчас, секунду, это наше время, силы и энергия. Это лично того человека, который взял у него вот этот талант, он платит за все это своим временем, силой, жизненной энергией. То есть он работает, дорогие друзья. Знаете, что самое смешное? Когда люди, религии вас настолько отупели. Вот смотрите, за все вы говорите, такая плата будет, такая плата, вы что? Вот вы настолько зомбированные стадо стали. А кто вам сказал, что вам кто-то должен просто так что-то давать? То есть вы считаете, что любая сила должна просто так вам давать, и поэтому вы всегда предупреждаете, вы что? Просите у богов, знаете, какая будет плата? Просите у дьявола, такая будет плата. Но сидите тогда, бегайте, как бараны, ничего не хотите в жизни, ничего не просите и ни за что не платите. Так и сдохните вообще в тишине, в покое, никому не нужны, никто вас знать не будет. Конечно, нужна плата. Ты хочешь править страной, ты должен выносить смертные приговоры в том числе. А как еще быть? А как еще быть? Ты же не позволишь маньяку-убийце разгуливать, потому что ты добрый, и ты не можешь смертный приговор подписать. А это плата. Это перешагнуть через себя, правда? Извините меня. Ты хочешь хорошо жить? Ты должна поставить на место врагов. Ты должна им сделать кое-что, чтобы они заткнулись. Это тоже плата. А как вы хотели, дорогие мои? Ничего, ни за что не платите, ничего не платите, ничего не отдавайте, ни за что ничего. Это же такая плата! А в чем плата состоит? Я вам скажу, такая плата. Ваше время, ваша работа, ваша энергия. А как вы хотели? Художнику что, с воздуха падают эти полотна? Художник сидит, пишет эти полотна день и ночь. Он платит. Он платит своим временем, молодостью, пока ты пиво сушишь, лежа на диване. Он платит своим временем, своими жизненными силами. А потом этот художник становится известный, востребованный, а ты становишься алкашом. И приходишь на форум и пишешь, да вы что, это все от дьявола, это знаете, какая плата будет? Нет, нет. Это очень хорошее оправдание, самооправдание ничтожных, трусливых, абсолютно ни на что не способных, тупорылых существ. Это самое лучшее самооправдание. Я ничего не прошу, зато я ничего не платить не буду. Так и сдохну в нищете, в одиночестве, ничего не поняв, ничего не узнав. Правда ведь? Дальше. Сейчас... Чего? Да, сейчас принесу я зарядочное устройство. И дальше пойдем с вами говорить. Я тоже заплатила за то, что меня сотни тысяч людей знают, знаете ли. Тоже заплатила. Понимаете? Бесплатно не дали мне, как видите. Так, я сейчас перезагружу, секунду. Так, пойдемте далее. Вот эти два древа мы с вами разобрали. Боги.
это те силы, которые заинтересованы в том, чтобы человек просил и получал. Поскольку, когда человек получает, он обогащает богов чем? Энергией. А значит, их эгрегор, их сила, их силовое поле усиливается. Им выгодно вам помогать богам или нет? Выгодно. Вы усиливаете их эгрегор, их армию, понимаете? Им есть чем держать эту огромную армию. Теперь понимаете, почему, например, опять начали, дьявол кого-то предупреждал. Где там дьявол кого? Нахер вы кому интересно, чтобы дьявол вас предупреждал лично? Нет, еще он с вами чай пил. Глупости не пишите, дьявол никого не предупреждает. Даже самых своих избранных поклонников он лично не предупреждает. Приходят его духи, его силы и предупреждают. Ага, дьявол, блядь. Уже слышали эти сказки про дьявола, как он сидит и чай пьет уже, и кофе пьет, и наливает, и 100 грамм тяпнул. Пошли далее. Теперь послушайте меня. Дорогие друзья, итак, подведем итог. Сильны те боги, чей культ силен с того времени. И для того, чтобы боги вас слышали, нужно, чтобы был тот человек, который знает культ сильных богов. Потому что просто так, абы какому богу, понимаете, многие из них ушли в хаос, ушли в небытие. Нет, они есть. Может, они ждут какого-то дня, пока возродится. Так. Сейчас прямой эфир закончу и напишу, хорошо? Они, может, и ждут своего часа, чтобы когда-нибудь возродить культ богов, но... То есть свой культ. Но это долгий вопрос. Хаос – это мир. Хаос называется беспорядочный порядок. Мироустройство. Это вообще древнегреческое слово. Не мироздание означает как бы вместилище. Вот все, что у нас есть, боги, демоны, души, духи, неопознанные сущности, мы с вами, наши мечты, знания, эти энергетические поля, эти пласты, скажем, информационные, которые оставляет каждое поколение, все это вместе называется хаос. Дальше. Итак, дорогие друзья, что дальше следует? Значит, к богам может идти любой человек, но лучше идти через того человека, который научит, как идти. Потому что, еще раз объясняю, что не все культы богов сильны. И просто так, абы кому-нибудь обращаться, вас не услышат. Второй момент. Среди богов есть боги темных сфер, есть боги, но условно светлых сфер, да, условно денежных сфер, счастливых сфер и так далее. К богам темных сфер, например, Геката, тот же Пан, те же боги Тартара, темные боги и так далее, обращаются только через жрецов, потому что это боги, которые имеют особый статус мироздания. Вот. И мы все платим своей энергией богам. И чем больше они нам дают, тем больше мы радуемся, тем больше отдаем. Это для них как энергетическая плата. Это им позволяет держать огромные эгрегоры, силовые поля. Понимаете, вот есть царь, да, вот есть император, который завоевал страны. Вот он завоевал, у него в подчинении огромная армия, у него
огромная казна, он из этой казны отдает еще больше, берет себе наемников, он еще больше расширяет, строит и так далее. Если у него не будет подданных, ему неким править, а следовательно, никто за него воевать не будет, никто эту казну обогащать и как бы усиливать не будет все время, этот царь рано или поздно перестанет, да, эта династия существовать, потому что у него должен быть запас денег. Елена, это там 2000, а у меня 11 тысяч. Это у вас вы так видите, а я вижу настоящую цифру людей. То есть самые активные, может, 2, у меня 11 тысяч. И когда загрузится, сразу эта цифра покажется. Так вот, обычно показывается, не знаю. Вот мы с вами обогащаем казну этого Бога. Те боги, чьи казны были пусты, вот те боги, которые опустошили свой эгрегор, они ушли в хаос. И поэтому вот когда люди там, например, где-то читают, сейчас модно стало к богам обращаться, наверное, опять после моих работ, не каждый бог, дорогие друзья, слышит и помогает. У него уже силенок нет, извините за выражение. У Бога должна быть своя казна энергии. И самое интересное, вы должны идти к этому божеству через знающего человека, потому что знающий человек лучше знает, к какому из божеств лучше обращаться, кто примет, кто услышит, да, и кто быстро поможет. Так вот, иерархия богов, еще раз делим. Боги, силы, это их силовое поле, та самая казна. Значит, духи, души, сущности, природные духи и так далее. Дьяволическое древо. В отличие от нас, то есть от божественного древа, души людей дьяволическому древу не служат. Он сам выбирает определенные души, которые пойдут к его древу. Но у него нет того, что есть у богов. Например, это целая армия человеческих душ, которые есть у богов, да, в услужении. У дьяволического древа нету. Он в этом не нуждается, дорогие друзья, потому что дьявол, обладатель, вот его не зря называют ключник, его изображают с ключами. Многие путают дьявола, сатану и Люцифера. Многие, даже в Библии неправильно написано, даже в Коране запутано, кто есть кто. Это 3 силы, абсолютно различные силы. Дьявол создал сатану. Есть еще энергия. Когда мы говорим жены богов или жены дьявола, вы поймите, это энергия, соединение энергии, которое создает новую энергию, новое божество. Да? У дьявола была какая-то сила, женское начало Вселенной, с которой соединился и создал энергию сатаны. Понимаете? Энергию сатаны, то есть он создал сына своего. Вот родился у него сатана. Это не как у нас у людей. Просто для того, чтобы мы могли это понять, представить, мы описываем с точки зрения обычного человека. Ничего, уведомления никому не приходит вроде. Хотя я заранее предупредила, чтобы вот многие знали. То есть понимаете, о чем дело? Это мы описываем, что сатана там влюбился в одно божество, в другое божество, вот она его жена, любимая и так далее. Но это же не происходит, как мы с вами там женимся и разводимся. Это происходит на уровне энергетическом, то есть энергия людей соединяется, понимаете, воедино, и создается новое силовое поле. Вот мы говорим, дьявол нашел какую-то женскую энергетику и соединил силовое поле. И получился сын, сатана. Теперь смотрите. Демонические силы, дети, внуки дьявола и сатаны могут уйти в божественное древо и стать богами. Вот смотрите. Астарот – это внук дьявола. Сын сатаны, один из сыновей сатаны. Дальше Молох. Это внук дьявола и сын сатаны. Кем он стал Молох? Сначала он был великим демоном, а потом он стал богом. Молох стал богом огня.
И ему поклонялись на Востоке многие тысячелетия. Астарта, которая изначально была Инанна. Инанна поняла, что боги начинают терять свою силу. Многие боги начали терять свою силу. Астарта поняла, что любовная магия, прочее, прочее, появилось много божеств, которые поклоняются, то есть курируют, извиняюсь, вот эту сферу любви, да. Появилась Лилит, появилась Анаит, появилась Астхик, появилась Афродита, появилась Ошун и прочее. То есть они были, но они пришли в сферу любви. И Инанна поняла, что сфера любви уже ее не обогащает. Привет, Ян. Сфера любви уже не подпитывает ее, уже люди столько не приходят к ней просить о любви, потому что уже есть очень много различных божеств, которые эту любовь дают, да? И вот смотрите, что делает Инанна. Инанна выходит за Астарота, за демоническое древо. Богиня уходит в демоническое древо и становится великой демоницей. Понимаете? Вот смотрите. Она принимает его имя и называет себя Астартой в честь своего мужа, Астарота. Если он был мужчина, да, она принимает женский, то есть женский вариант его имени Астарта. А потом с ним разводится и остается в гареме сатаны. Она становится одна из черных богинь, одна из демониц. Вот смотрите, как боги и демоны меняются местами, остаются то в одном древе, то во втором древе, но в то же самое время могут называться и демонами, и богами, потому что у них демоническое начало, но они боги. Или наоборот, да? Пошла нахер со своим Николаем Чудотворцем. Дура. Вот дальше пошли. Пускай про чудотворца вам расскажут ваши магуйки, там, которые непонятно то колдуют, то ли святые женщины, то ли в монастырях сидят, то ли хер поймешь, то ли они 40 уз заказывают, то ли они святую воду пьют, то ли они руны рисуют себе на заднице, то ли еще на лбу там крест нарисовали красный. Непонятно. Так вот, дорогие друзья, теперь ответьте на вопрос. Меняются ли боги и демоны своим древом? То есть меняются ли местами? Могут ли великие демоны стать богами темных сфер? Могут ли боги стать демонами или демоницами? Да. У них происходит такой обмен. Знаете почему? Еще раз объясняю. Когда... Что за тату, идиотка тупорылая? Когда божество видит, что его силы уже уменьшаются, это божество ищет выход, чтобы пополнить казну свою. То есть она поняла, Инанна, что в дьяволическом древе ей больше светит. Боги влюбляются, боги женятся. То есть женятся, опять вам говорю, это с точки зрения человека. Обмениваются энергиями, то есть соединяются, да, любят друг друга эти энергии. Они могут полюбить, богиня может полюбить дьявола или демона, и наоборот. Господи, откуда эти бараны тут вылезли со своими архангелами и прочее, прочее? Откуда эти бараны вообще сюда ползают? Архангелы, ангелы, прочее, прочее, прочее. Вообще это ангелос с греческого означает божество. Это те же самые духи, ругаюсь, потому что так хочу, пошел нахер. Это те же самые духи, которые христианство приписало себе, назвав служителями Бога. Но это тоже самые духи. Они существуют, но они не ангелы и не архангелы. Они точно такие же, либо демонического, скажем, происхождения, либо божественного. Теперь смотрите. Любовь, одна очень известная любовь, из которой родилась ведьма Арадия. Арадия, которая... Это просто из стада отбились, со всех магуев, из этого стада отбились. Они же для этого стада и работают, собственно говоря. Потребности стада, да, там
Пресвятой Богородицы, Святого Николая, чудотворца, еще кого-нибудь. Это же стадо, что вы. Это самый легкий момент заработать денег на лохах. Чудотворцев, там иконы, еще что-нибудь, понимаете? Это из стада просто отбились оттуда и пришли. Так вот, самая известная любовная история между демоном Иштар Инанна Астарта, она и есть. Чем слушайте? Каким местом? Ниже пояса? Я уже сказала, она была Инанна. Иштар, которая вышла за дьявола, вообще их называют великие дьяволы, ну да ладно, чтобы не путали, демон Астарот. И взяла его имя. И назвала себя Астарта. Дальше пойдемте. Значит, самая известная любовная история, от которой родилась Арадия, первая из ведьм, которая называют Серебряной Арадией. И родилась Арадия, которая научила ведьм колдовать. Так вот, матерью Арадии была Диана, которая один раз нарушила обет безбрачия своего. А отцом был Люцифер. Люцифер, у него много жен из сферы богов, из сферы демониц, то есть уже это сильные, очень сильные энергии женского обличия, женской стороны Вселенной. Вот Люцифер и Диана. Их любовь создала дочь Арадию. После этого Диана ушла от него и больше не являлась в его жизни. До этого была еще не менее сильная история любви Авроры или богини Зари. И кого? Сатаны. Это была безумная любовь, но Аврора очень долго протестовала, очень долго не сдавалась. И в конце концов, опять началось этот Николай Чудотворца. Да идите вы на 3 буквы. И от союза двух сильных, очень сильных, скажем, энергий, это от союза Сатаны и Авроры, рождается Люцифер. Точно такой же непримиримый, точно такой же бунтарь Люцифер. Вот то, что написано, что вот Ифлин там... Иблис или Сатана, Люцифер восстали против Бога и так далее. На самом деле это все переделанная, это все искореженная, исковерканная история как раз восстания Люцифера против своего отца. Он со своей армией ушел из демонического древа, ушел из-за Дианы. Ушел, потому что они не согласились принять ее в дьяволическое древо. Диану не приняли, Люцифер ушел к ней. Но когда утолил жажду любви, когда уже интерес пропал, а он очень быстро забывал, его интересы быстро как бы пропадались, он вернулся обратно со своей армией. Но он очень часто так, этот бунтарь, как только желает уйти, он уходит со своей армией из демонического древа, покидает дьяволическое древо, но через некоторое время снова возвращается. Вот он и есть бунтарь Люцифер. Так вот, Люцифера даже в Библии называют сын Зари. И там сказано, ты же был один из великих и прекрасных среди прекрасных, сын Зари. Вот так говорится о Люцифере, дорогие друзья. Великий из великих и прекрасный из прекрасных. И говорится, что он настолько красив, что когда он ночью приходит к женщинам в обличии мужчины, то они не смеют ему отказывать. Это неописуемая красивая сущность. Да, это описано в Библии. Называют его сыном Зари, ключником и ратником небесным и земным. Вот он есть Люцифер. Понимаете, дорогие друзья? Дальше.
Вот мы с вами обсудили два древа. Демоническое, да, то есть дьяволическое, демоническое и божественное, да. Кто хочет, потом в записи сядет и послушает. 500 раз одно и то же говорить не хочу. Мне кажется, уже я эту информацию выдала по полной программе. Внизу опять попрошу Наталью вот все эти лекции касаемо значит, древо дьявола, Бога и так далее, опять внизу прикрепить, и чтобы люди, которые хотят полное иметь представление, взяли и посмотрели. Дальше идем. Теперь, что касается третьей сферы. Когда-то на пире богов великий бог Ариев, Арамаст, раздал каждому своему сыну, отдал народ в подчинении и время для праздника. И одного из своих сыновей самый свирепый и нелюбимый сын его, Яхве, который родился уродлив и душой, и телом, он дал в повеление хананейский народ, иудеев. Почему он дал хананейский народ в повеление Яхве, дорогие друзья? Потому что он хотел наказать иудеев. Иудеи не приносили жертв. Точнее, они приносили, но приносили очень мало. И он захотел наказать иудеев и дал иудеев в руки своего свирепого сына. С намерением, что тот им покажет Кузькину мать, и после этого они будут знать, как себя вести с Верховным Богом. Хананейские народы. Понимаете? И Яхве знал об этом. Яхве знал, что народ этот на сей раз наказан. И поэтому он был очень зол. Он негодовал, что отец так поступил с ним. И после он дал февраль. Февраль, самый свирепый февраль, который то 28 дней, то 29 дней, то есть это месяц неопределенный, самый свирепый, когда люди из домов не выходят, еще и не очень-то и хотят выходить и жертвы приносить богам. И вот он дал Яхве этот месяц и этот народ. И Яхве разгневался, он сказал: я знаю, что ты меня не любишь, но ты ко мне несправедлив. И если бы я не уважал тебя, я бы сделала все для того, чтобы свергнуть тебя с престола. А ты все время меня обижаешь. И тогда Верховный Бог сказал ему: ты знаешь, что для нас, для богов, время протекает очень быстро. Я даю тебе 6000 лет, сказал он. Если за 6000 лет ты повернешь против меня все человечество, то я отдам тебе человечество и создам себе новое. Если же хоть один человек будет помнить мое имя, я вернусь и уничтожу тебя. На что Яхве ответил: вот именно с помощью тех евреев, которые ты мне дал в услужение, то есть хананейцев, я и создам новый культ свой и свергну на вечные века в забвение культ древних богов, сказал Яхве и приступил к делу. И что случилось? Яхве создал религии на земле. Яхве собрал свое войско и ушел в черный хаос. Он ушел руководить туда этим черным хаосом, вратами зла. Он стал богом зла, дорогие друзья. Помните фильм, когда в концлагере, сидя, евреи говорят, да, по-моему, суд над Богом. Да, он силен, но он не добрый Бог. А помните, как он дал нам в руки аморитян? Ведь он же создал аморитян, а почему же он дал их уничтожить? Так, может быть, и сегодня точно так же он дал в руки немцев нас уничтожить, как и много тысячелетий назад аморитян дал нам в руки уничтожить, говорят евреи. А теперь, положа руку на сердце, скажите мне, пожалуйста, вот честно скажите, еврейский народ очень счастлив, что
Яхве покровительствует евреям. Вот скажите мне кто-нибудь, что этот народ хоть что-нибудь хорошее увидел от того Бога, которому поклоняется. Просто скажите. Какой-нибудь хороший момент скажите, и я буду очень счастлива, даже извинюсь перед вами. Если вы знаете историю еврейского народа. Гонение. То, значит, гонение в Ассирию, то гонение в Вавилон, то разрушение Иерусалима, то уничтожение полностью на 2000 лет не было у этого народа ни дома, ни семьи, ни родины, ничего. То концлагеря, то холокосты, то Бабий Яр, то газовые камеры. Теперь скажите мне, пожалуйста, где этот Бог, который покровительствует, который самый сильный, праведный, настоящий, любящий, и который должен был спасать этот народ? Этот Бог-то есть, но ему глубоко наплевать на этот народ. И этот народ до сих пор ненавистен вот почему-то, да? Хотя он вроде бы такой же народ, как и все. Создается против него эта ненависть. Он сорвал всю свою злобу на еврейском народе. Он сорвал всю свою ненависть, желчь на этом бедном народе. То-то есть Иегова, Яхве. Об этом и говорим, Ольга. Он все сорвал, всю свою злобу на этом бедном народе сорвал. Но он в то же самое время использовал этот народ для того, чтобы написать священные писания. Потом через этого же народа создает вторую религию, да, которая и арабская религия, по сути. И эти три религии что делают? Одна религия говорит: режь, убивай неверного. Вторая религия говорит: не сопротивляйся, молись за тех, кто тебя убивает. А религия евреев говорит: вот только с евреем и как бы обращайся хорошо. Все остальные как бы и не люди особо. Он создал три религии, которые повели человечество к бездне. Когда во время крестовых походов одного из кардиналов спросили: «Ваше святейшество, скажите, пожалуйста, а вот как нам быть ночью, как распознать мусульман и христиан, чтобы не убить своих?» Он сказал: «Убивайте всех, Господь своих там узнает». Вот цинизм религии. Нет, Ахриман не есть Яхве. Значит, чему учат религии? Что жизнь – это мука, радоваться нехорошо, скромно живи, ничего не хоти, никуда не стремись, никому ничего не проси и так далее, и так далее. Салахадин был военачальник, армянин, выросший среди курдов. Ну, полукурдское происхождение. Салахадин здесь ни при чем. Не только же Салахадин там был. У христиан крестовые походы, у мусульман священный газават, и каждый из них орет о том, что они идут во имя Бога воевать. Богу так надо, Бог так сказал и попросил. Так вот, не только религии, мировые правительства точно так же. И мировое вот законодательство точно так же. Это все руководствуется откуда? Из черной воронки. А теперь открывайте, смотрите, раб ты или свободный. Врата зла. Это из черной воронки. Что? Я уже сказала, Йокаламане Яхве есть Егова. Это его старое древнее имя. Сколько раз можно спросить одно и то же? Да, он был умный человек, естественно. Если бы он был дураком, он бы не правил такой огромной армией. Теперь послушайте меня, дорогие друзья. Вот Бог, который ушел, который отделился, который не относится уже ни к божественному древу, ни к демоническому древу. Этот Бог ушел в черную воронку, в злую воронку, и оттуда начал руководить. Он же и создал церковь, он же и создал все. И дьявол тут вообще ни при чем. А почему все время христианство, ислам преследует тех, кто знает магию, у кого есть древние знания? Почему? Никто не задумывался. Да потому что эти люди напоминают о древних богах. Иди сюда. Бегом сюда пришел. Бегом. Я не пойму, там кто-то стоит, что ли?
там никого, иди на свое место. Давай. А он же дал им слово, он же сказал, вы говорите, почему вот вы страдали всю жизнь, вот так страдали и так далее, и так далее. Некоторые дебилы, когда пишут, ой, а что вы там порчи бы сделали? Ну, я уже об этом говорила, я не буду сейчас зацикливаться на этих недоразвитых. Но почему я страдала? Потому что моя жизнь невыгодна точно так же, как невыгодна жизнь многих-многих людей, которые знают истину. Дорогие друзья, почему настоящих преследуют? Почему ваши могуйки говорят про Николая Чудотворца, про иконы и кресты, якобы выдавая это за магию, чтобы вас запутать? Понимаете? Между тем, ни к этим иконам, ни к чему-то другому не имеет отношения магия. На чем построена религия? На слезах, на боли. Прелюбодеяние, полюбили друг друга, забить камнями. Убийство чести называется в Афганистане. Девушка убежала с любимым человеком. Убить, родственники пошли, два брата, отец убили спокойно. И считают, что здесь ничего такого нет. Женщину ни за что объявили, что она сожгла Коран, хотя она вообще никакого отношения. Она человек больной, вообще больной, не понимающий, блаженный человек. Кинулись ее, избили, живем сожгли, расчленили. На чем построена религия? На агрессии, на страхе человека. На страхе человека ад есть. Ты будешь гореть, за все, что хорошее, за все гореть надо. Мы все будем гореть, умирать. Между тем ад для таких душ это всего лишь та самая злая воронка, куда уходят души злых личностей, злых. Для того, чтобы оставаться и служить злой силе. Потому что это их место. Везут сушеные тела людей по церквам, целуете трупы. Разве в этом есть чистота и святость, и свет? Людям отрезают голову перед камерой, говорят, что это во имя Аллаха. Разве в этом есть свет? Так вот, черная воронка питается человеческой болью. Человеческой болью. И Яхве питается человеческой болью. Он злой Бог, ему нужна злая энергия. Дорогие друзья, злая. Когда к власти пришел Саул, он отказался убить людей, исколесить людей невинных. Саула Бог убил вместе с его сыном Йонатаном. И посадил на престол Давида, конопатого, маленького, неприятного, несчастного, тупого Давида, который выполнял его желание. Он сказал, Давид мой любимый сын. Сын мой любимый. Почему? Потому что Давид был жестокий. Он много крови пролил. Он многих людей обездолил. Он отобрал жену своего военачальника. И когда Бог рассердился на его деяние, что он его не спрося взял жену там своего военачальника. Что он сделал? Первый ваш сын, сказал, помрет. И ребенок 8 дней, мучаясь в страшных мучениях, умирал. И Давид валялся на коленях, умолял, просил, пожалуйста, умоляю, прости моего ребенка, избавь от мучений. Нет, Бог 8 дней в страшных мучениях держал этого маленького ребенка и потом убил. Почему он не убил Давида? Давид же согрешил, ведь этот ребенок не был виноват. Нет, этот ребенок мучился 8 дней и отдавал свою боль, свою энергию Богу зла. Вот на чем построена вся религия. Если религия не будет подкрепляться деньгами, она рухнет в одночасье. Нету там почвы, там нет добра, там нет логики. Там идут одни искалеченные, одни несчастные, одни... бедные, одни какие-то, непонятные какие-то существа. Там висят иконы великомучеников. Человек заходит в храм, что он чувствует? Подавление воли. Подавление воли. Там все висят великомученики, бедные, несчастные, которых убивали, били камнями, гнили они живем.
они бросили их ко львам, все такое. Мы заходим, и у нас подавленность. Нет там ни одного счастливого человека, счастливой души, к которым мы обращаемся. Там все бедные, несчастные, все калеки со злыми глазами. Молитесь, мы все грешные. Господи, простите, конец света, умоляем, просим. Грешные, плохие, мы хотим любви, это грех. Мы хотим секса, это грех. Мы хотим кушать, это чревоугодие. Мы хотим хорошо одеваться, это не скромность. Богатые в рай не попадут, все богатые помрут, все сдохнут. Мы все умрем, страшный суд, Боже мой, Христос придет, спасите. Люди, ад, мы все в ад попадем, покайтесь, плохие вы, все плохие, не люди, рабы, суки. Вот она. Где там есть желание жить? Где там есть желание подняться, когда эти ваши суперведьмы проводят какие-то ритуалы с иконами, с чудотворцами? Спросите у них, а какое имеет отношение магия к магии, которая есть наука от богов, к тому вот той херне, которую вы предоставляете. Святой там Петр и Фаврония любили друг друга, обожали, любовь, празднуем День влюбленных. Петр Фаврония. Петр ненавидел Фавронию. Фаврония была обычная деревенская знахарка. Когда князь Петр заболел, ее привели. Она сказала: если я вылечу, ты на мне женишься. Она его вылечила, он на ней не женился. Она сказала: тогда я снова на тебя наведу. И ему пришлось на ней жениться, потому что у него на лице вырастали огромные гнойники. Он стеснялся выйти к народу, и он женился на простой крестьянке. И он ее ненавидел, и он сказал перед смертью своим слугам: как только я помру, придите и убейте ее. А легенда говорит, как только князь Петр отошел, Фаврония тут же сдала душу Богу. Ненавидел он ее, а их вместе похоронили. Она его ненавидела, а церковь сделала из нее легенду для того, чтобы заработать бабки. Пилим, значит, тела, отпиленные тела, вы можете представить? Ну хорошо, ладно, ноги, руки, глаза там вы возите, голову возите. Можно вам вопрос задать, а член вы куда деваете? Член куда деваете? Труп-то труп, и весь труп должен быть, правда? А эту часть куда вы возите? Вы представляете, какой позор? Давайте задумаемся, ну реально, давайте задумаемся. Вот мужчина помер, высохло его тело, вот его тело везут, неважно, кто он там, Иоанн Креститель он или еще кто-нибудь. А вот эта часть куда девается? Она не святое, нет? А почему его тоже не поцеловать, не поставить там посреди алтаря? Не, ну правда, это разве не цинизм? Ну вот задумайтесь, это не цинизм, как вам кажется? Вот просто. Это ведь точно такой же цинизм. Молоко Пресвятой Богородицы. На всех монастырях есть ее молоко. Какое молоко сохраняется 2000 лет? Покажите мне это молоко. Я не знаю такое молоко. Да твою мать, а! Пишут. У меня прямой эфир. Нет, молоко Пресвятой Богородицы. А теперь скажите, пожалуйста, если бы даже Пресвятая Богородица была корова просто, она бы столько тонн молока не дала всему миру, всем этим церквам. Ну просто, если бы она даже коровой была, понимаете, с огромными грудями, все равно бы она это не дала. Второй вопрос. Смотрите. Иисус говорит, вспомните там Второй Завет. Во-первых, у него была жена, и женой была Мария Магдалена. Мария Магдалена была из чистых кровей, из благородной семьи, но ревнуя к ней, апостолы написали о ней как о проститутке. Они назвали ее проституткой, это оставили в Святом Завете, не стесняясь этого. Не постеснялись они, святые люди, обозвать и опорочить имя человека, потому что они ее ненавидели и говорили: почему ты целуешь ее в уста, учитель? И он сказал: да потому что она ближе всех ко мне. Потому что она ближе всех. Почему ближе всех? Да потому что была его женой, понимаете? И она была из благородной семьи, Марии Магдалена. Но апостолы не постеснялись в истории оставить про нее, скажем так, воспоминания о том, что она проституткой была. Нормально себя чувствует. Дальше.
Что там сказано? И когда Иисус сидел, пришли к нему и сказали: братья твои и мать твоя тебя ждут. Ясно, четко сказано эти слова. А он сказал: мои братья здесь. Так вот, значит, не была она девой Марии, она была замужней женщиной. Покажите мне мужика, который будет жить со своей женой 20 лет и ни разу ее не трахнет. Простите, конечно уж меня, извините, люди добрые. Покажите мне такого мужчину, который женился, 20 лет сидит, и вот Пресвятая Дева Мария с ним рядом там находится просто. Нахер ему нужна эта Пресвятая? Он мужчина, здоровый мужчина Иосиф. Он 20 лет с ней жил, и ни разу ничего. А между тем, почему-то там в Новом Завете сказано: братья твои пришли. Понимаете, братья. Скажите мне, пожалуйста, господа мужчины, которые меня слышат, поднимите руки, кто из вас готов жить с женщиной 20 лет, святой женщиной, вечно девой? Нереальные вещи, это смешно, правда? Просто был такой человек, Иисус, который разумный человек, непонятного происхождения, пришел. Лучше всего описывает его Булгаков. Понимаете, лучше всего описывает Булгаков, что действительно из него сделали легенду, а он был всего лишь умный, разумный человек. А некоторые говорят, что это собирательный образ. Зачем вы сидите и верите в сказки, если вы можете трезво смотреть на мир? Физиология существует, и ни один мужчина 20 лет не сидит и не терпит женщину просто так. Просто потому, что в каком-то сне кто-то ему что-то сказал. Пойдемте далее. Вот это все светопредставление, вот это все создано кем? Это все создано тем же самым Богом, Яхве. Он и есть Бог всех религий, он и есть тот, который ненавидит человечество. Вы говорите, любящий Бог, он ненавидит человечество. И никак он не создал и не ведет наши судьбы, дорогие друзья. Создал нас и ведет наши судьбы совершенно другие боги, другие силы нам одаривают. Он никак не участвует в нашей жизни. Единственное, что он сделал, это отвернул нас от родных богов и сделал нас несчастными людьми. Если Армения дохристианская была огромная империя, сильная, если языческий армянин был человек своей воли, своей судьбы хозяин и начальник, после принятия христианства Армения распалась, разодрали по кускам, и Армения стала маленькой-маленькой страной. И точно так же произошло с любым народом, который принял эту преступную веру, любую, и отвернулся от своих богов. Так вот, за что мы с вами наказаны? За то, что мы предатели, за то, что наши отцы и деды предатели. Они приняли чужого злого бога. Злого бога, бога злой сферы. Вы идете, молитесь ему о помощи, а он вас ненавидит. Он вас не любит. Вы для него никто. Вы для него сырье, которое он использует, чтобы обогащаться. Он будет вам причинять все больше и больше страданий, все больше и больше боли, для того, чтобы ваша боль обогащала его эгрегор. Ему нужна сила в своей злой сфере. Я вам больше скажу, когда придет, а это уже приближается, эра Водолея пришла, все, конец Яхвы приближается, он уже идет к концу. Вот когда вот эти слухи, что... Вот смотрите, все принимают ислам, ислам скоро будет царить на земле, все принимают, смотрите, все великие актеры, все режиссеры, все принимают ислам. С другой стороны, все принимают христианство, все идут к Иисусу Христу. Вот даже мусульмане идут к Иисусу Христу, все к Христу, к христианству, кается мир. Вот эти все слухи распускает он же для тупой толпы. Для зомбированной тупой толпы, чтобы они поверили, что сила религии до сих пор еще властвует. А на деле мы видим, что никто это уже не соблюдает. Никто это уже не принимает всерьез. Абсолютно. Так вот, дорогие друзья, дело в том, что вот Бог этой злой сферы и есть тот самый Яхве, который временно
правит этим миром. Но он не правит над теми людьми, которые ему не поклоняются. Он теряет над ними силу. Как вы считаете, если бы боги не помогали вам, если бы боги не давали вам знания, силу, защиту, он бы вас уничтожил. Он бы вас уничтожил в одночасье, потому что если вы отходите от этого, давайте про Тенгри сейчас мы не будем обсуждать, про Тенгри я уже сказала. Он и есть верховный бог кочевых народов, тот же Зевс, только у кочевников. Вот смотрите, дорогие друзья, человек, который отошел от Яхвы, почему он не умер? Вот мне говорят, вот вы помрете, вы смотрите, вы будете платить. Почему я не плачу? Я не христианка, я не крещусь, я никогда в жизни не осеняла себя крестным знаменем, я никогда не носила крест. Вот представляете, я, наверное, избрана с рождения. Вот меня проносило всегда. Никогда даже мысли не было крещение принять, абсолютно. Никогда. Так вот, я никогда не носила крест, я никогда не поклонялась иконам. Если я люблю, если я делаю ритуалы на порчу, я делаю через церковь. В церкви очень много злой энергии, энергии боли. Злой энергии, и поэтому через церковь получается порча. Вы представляете? В церкви самые лучшие порчи. Почему? Потому что это обиталище зла. Церковь – это храм зла. Любая религия – это храм зла. Но идти туда или нет, решает каждый человек сам. Так вот, дорогие друзья, вы надоели уже со своими вопросами не к месту. Злая сфера. Она подходит к концу. Злая сфера подходит к концу. Злая сфера уже идет к своему концу, завершению. И боги возвращаются. Они идут постепенно, медленно, но они возвращаются очень верными шагами обратно к человечеству. Это раз. Вот 3 сферы хаоса. Древо богов, древо демонов и черная воронка, врата зла, царствие зла. Злой бог, который на время, пока еще на время владеет этим миром, собирая с нас последнюю дань страданий, мучений и прочее, прочее. На чем построена любая религия? Мученичестве. В чем есть философия любой религии? Анафема – это исключение из церкви. Проклятие, то есть ты больше не христианин. В чем состоит основа любой религии? Страдание, бедность, философия, да? Любой религии. Вот и все. Какой же любящий Бог построил такую страшную злую империю? Тот Бог, который вас ненавидит. Он вас не любит. Он подавливает вашу волю. Энергия подавления ему нужна. Подавление. Зашел, иконы бедных, несчастных людей убивали, резали на куски, били камнями, они были голодные, холодные, помирали. Бедные люди, бедные, как же они, чего? Второй момент. Мы все грешные, мы все плохие, мы рабы, нас называют рабами. Я не хочу быть рабом. Раба не любят. Любят ребенка, дитя. Не раба. Рабу дают столько, чтобы он не сдох и пахал дальше. Дальше. Мы все грешные. Мы все за что-то отвечаем. Закрылось у человечества видение. Человечество было более открыто для мироздания. Наши деды, прадеды могли просто прочитать определенные симптомы, что будет, какая погода, что. А у нас это нет, у нас это потерялось, эти знания. У нас образное мышление потерялось, которого больше нет. Почему? Раб Божий, раб Аллаха. Мы все рабы. Связь с космосом у человека отобрали. И с рождения, с крещения
отсекают от рода, отдают чужим людям. Вот смотрите, крещение, посвящение, да, привязывают твою силу к этой энергии, религии, которая будет у тебя все высасывать. А что делают? От дерева вашего отрывают, древо отрывают от твоих родителей и отдают чужим родителям. Потом мы говорим, почему у нас дети стали такие легкомысленные, почему у нас не крепкие семьи, почему наши дети нас не любят, не уважают, почему нет связи между нами. Вы никто. Вы кто вообще? У тебя отобрали ребенка, отрезали от рода, посвятили Богу чужеродному, привязали к этой религии и отдали другим родителям. Крестные. Ты не родитель этого ребенка. Родитель вот они. А ты кто вообще? Ты никто. Понятно вам? Так разрушается древо. Если вы завтра будете просить духов своего племени, рода вас защитить, они вам защиту не дадут. Потому что вы разрушили древо, вы отдали своих детей. Причем мне этих людей не жалко. Пускай их древо разрушается, пускай их роды заканчиваются, пускай они заканчиваются полностью. Потому что родитель, который перед глазами поп этого малыша бьет, чуть ли не ломает ему ноги, она как баран стоит и не может даже слова сказать. Такие люди не должны размножаться, их род не должен продолжаться. Рабы нам не нужны. Пускай умирают эти рабы, пускай они крестят своих детей, пусть отрывают от рода, а мы будем свой род усиливать, мы будем просить своего рода и богов, и мы будем сильные, и когда придет время, их род закончится, а наш род будет править, а их закончится. Их рода больше не будет. Китай почему запретил? Потому что Китай понял, что религия заканчивает роды. Религия призывает к рабству, к покорности, уничтожает. Но почему религия до сих пор есть? Потому что религия и власть взаимосвязаны. Они из одного места воронки зла и питаются энергией человека. Потому что христианство и ислам самые выгодные религии для правителей. Дорогие друзья, что говорит ислам? Султан или правитель – тень Аллаха на земле. Его слово, закон. Что он сказал, то и Аллах говорит. Так? Так. Что говорит христианство? Цезарю Цезарева подчиняйся, не бунтуй. Глаз царя, глаз Божий, царь – избранник Бога. Все. Этим все сказано. А это говорит о том, что эти религии – и мировые правительства, они взаимосвязаны. Но я хочу вам сказать, что все те, которые правят миром, они не подчиняются религии. Они не живут по законам религии. Они всего лишь делают вид и видимость создают, что они тоже христиане или мусульмане. Но они не живут по законам религии. Многие шейхи занимаются магией. У них есть свои целый штат колдунов. Некоторые улетают например, в Африку, к африканским колдунам вуду для своих определенных дел. Шейхи, которые мусульмане, которые показывают, которые мечети строят, миллиардеры. Но они не верят сами в это. Они не воспринимают это всерьез. Поэтому они живут хорошо. Они богато живут, потому что они живут по законам магии. Что там сказано? Они носят талисманы, они носят обереги, они идут к колдунам, они делают себе защиты, дорогие мои. Они не идут в мечеть за защитой, они идут к колдуну за защитой. Но для вас они верующие, вам говорят, верьте, вам говорят, идите в мечеть, вам говорят, делайте намаз, вам говорят. Вам. Потому что если вы это будете делать, вы будете им подчиняться. Понятно? То же самое и в христианстве. Какой президент или какой там премьер-министр или какая королева реально верит в Бога и надеется только на Него? Нет, дорогие мои, они верят в свои деньги, в свою сферу, и они тоже не прочь воспользоваться определенными там работами колдунов и ведьм. Но при всем честном народе они говорят, да, я верю, они ходят в церковь, они свечку поставят, знаешь ли, никак это им не мешает. Вы-то верьте, а я нет. Я-то знаю, что это все фигня.
То же самое и Папа Римский, дорогие друзья. У Папы Римского есть и любовница, он и курит, и пьет, и матерится, я уверена, и все на свете. Но при всех он святой понтифик. Но вы думаете, что он просто так пришел, потому что он святой человек? Нет, его выбрали. Он подписал контракт. Вот он, его выбирают Папом Римским, а взамен на это он делает это, и это, и то, и то, и то. Понимаете? Это тоже взаимовыгодный союз. И Папа Римский немало кого заказал и убрал со своей дороги. Он сам не верит в то, что вам говорит. То есть, что это такое? Это все энергия подавления воли человечества. И оно нужно, чтобы дольше продлить время Яхве. Чем больше будет несчастных, тупых людей на земле, тем дольше религия продержится. Вот и весь рецепт. Несчастные, тупые, потерянные, неразвитые в умственном отношении, в духовном люди. Чем больше их будет, тем дольше религия продержится. Когда их меньше и меньше станет, религия закончится. Она уже к этому идет. Вот вам 3 сферы мироздания: древо богов, древо демонов и черная воронка. И как они действуют, работают, что они берут и чем они питаются. Теперь давайте дальше. Ад и рай. После смерти душа попадает в определенное место, чистилище или суд. У каждого народа он описан по-своему. Если вы жили праведной жизнью, то есть не нарушали вселенские законы, если вы не пролили невинной крови, если вы не были насильником, убийцей, вором, клеветником, подлым человеком, подонком, предателем и прочее, 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 значит, ваша душа поднимается до определенных сфер. Каждый человек приходит в этот мир с желанием стать известным, прославиться, для того, чтобы о нем после смерти много говорили. Потому что память – это сила, память – это энергия. Чем больше мы говорим о человеке хорошо, тем выше поднимается его душа. Люди, которые были известные режиссеры, актеры, люди, которые были писатели, люди, которые были достойные, добрые правители, великие люди и так далее, о них говоря все время, говоря об их хороших деяниях, скажем так, да, мы даем их душе возможность возвыситься до высших сфер. Высшие сферы для души – это отдых, это, скажем так, вечный покой. У них тоже есть свой мир, у них тоже есть своя жизнь и так далее. Души, которые не заслуживают покоя, они не забираются в высшие сферы, они бродят в этом мире, заслуживая прощения. Это называется ночной дозор. Об этом я рассказывала. Откройте, смотрите. Дозор. Это души, которые совершили, скажем, не тяжкое преступление, да, средней тяжести. То есть это люди, которые, может быть, бросили семью, потом, быть может, раскаялись, но уже было поздно. То есть люди, которые все-таки прожили неправильную жизнь, да, глупую жизнь. Хватит со своими абортами, идите нахер отсюда. Если бы надо было этому ребенку родиться, он бы родился. Не ты решаешь, аборт делать или нет. Все, давайте уже со своими абортами. На 3 буквы. Дозор. Это духи, которые при жизни, скажем так, совершили определенные поступки, неправильные. И после смерти они, скажем так, себе зарабатывают прощение таким образом. Я вам давала многие ритуалы, ролики, многие скоропомощники, в которых сказано, да, кто бы ты ни был, помоги, тебе зачтется. Это все именно к этим душам, к дозорникам. Они по миру ходят и ищут. Слушайте, какие грехи? Вы чем слушаете столько времени мой канал? Идиоты реально. Любой свой проступок замаливается добром, а не плача. Ударяясь башкой о стены и о пол, вы никому ничего хорошего не сделаете.
Делайте добра побольше, и тогда ваши проступки прощаются. Если душа делает много добрых дел, то есть в его копилку, постоянно в копилку свою отправляет добрые дела, нужные дела, через некоторое время он получает прощение и поднимается в высшие сферы. Поэтому вокруг нас находится огромное количество душ, которые иногда выходят на камеру, иногда выходят там по-разному там. В общем, мы их фиксируем. Это и есть дозорники, ночной дозор, стражники ночи. Это души, которые своими поступками, помощью людям, они заслуживают прощения. Второе. Ад. Люди, которые при жизни, может быть, губили невинные жизни, сажали невинных людей и так далее, и так далее. Их оставляют на этой земле, и для них оставание на этой земле очень тяжелое испытание, практически физическое мучение. Но они наблюдают за тем, как их семья разрушается, как их род заканчивается, и при всем этом они не имеют возможности ни помочь, ни предупредить. Для них это ад. Второй тип ада – это черная воронка, куда уходят души. Очень злых, преступных личностей души уходят в черную воронку и становятся рабами того самого бога Яхве и служат его злой цели. То есть это уже души, которые становятся полтергейсты, становятся привидениями, то есть те, которые, функции которых входят пугать, запугивать, приходить во снах, кидаться на людей и так далее, тем самым собирая с них отрицательную энергию, потому что воронка зла, она всеми силами все же себе собирает эту отрицательную энергию, она в ней нуждается всеми способами, всеми путями. Вот я вам объяснила про ад и рай. Дальше. Реинкарнация. Реинкарнация – это миф. Реинкарнация не существует. При всем, что вы очень хотели бы это узнать, но когда люди говорят, что они помнят прошлые жизни, значит, самое время ввести этого человека кому? Сейчас скажу это слово, уже все забыла. Да что пишут, блин, отвлекают, ну ёкала мене. Сейчас, секунду, отвечу. И не только к психиатру. Сейчас. Чтобы отстали. Представляешь, я это слово экзорцист, да, блин. Самое время вести к экзорцисту, потому что если человек вспоминает какие-то прошлые жизни, значит, внутри него чья-то душа. И эта душа что-то рассказывает и говорит. Так что это примите как за одержимость, дорогие друзья, а не радуйтесь, что он помнит какие-то прошлые жизни, а значит, он в прошлом жил. Перед тем, как прийти в этот мир, души стоят просто в очереди, чтобы родиться в этом мире. И огромное количество душ ждет. Почему они хотят родиться в этом мире? Потому что это мир страданий. Только через это страдание, только через, пройдя такие тернии, такие трудности, создавая здесь себе имя, потом, умирая, души поднимаются снова к тем сферам, откуда пришли. Понимаете? И там уже наслаждается особым положением. Вот как человек пошел на войну, вернулся оттуда генералом, и он уже не обычный человек, какой был, да, какой отсюда ушел. Нет, он уже генерал, он уже почетный человек, уважаемый. То же самое касается душ. Та душа, которая пришла в этот мир и с честью, с достоинством прошла эту жизнь, оставив после себя имя, поднимается туда и находит себе, то есть ему даются привилегии. Каждый из нас избранный. Каждого из нас отправили в этот мир не просто так. Знаете, от последнего бомжа и до самого тупого человека избранные пришли в этот мир. Для чего-то вас сюда отправили. Но если вы просрете свою жизнь в пустоте и абсолютно никчемности, там вас точно так же и примут. И вы ничего там уже не получите. Так вот, души там стоят в очереди и хотят родиться. Каждый из них хочет родиться сюда, прийти, для того, чтобы заслужить здесь имя, положение и уйти уже туда. Понимаете? И поэтому нету никакой нужды кому-либо перерождаться. До нас с вами жили
100 миллиардов человек и умерли. Это по самым средним подсчетам. И мы с вами еще. Так за какого хрена должна одна душа 20 раз перерождаться? Для чего? Для какой смысла? Для какого? Вообще для чего? Потом, если бы душа перерождалась, то полностью разрушается, значит, то есть вот эта вот версия о защите рода. Если наши предки где-то переродились в Китае, в Монголии, куда-нибудь ушли, то как они могут нас защищать? Если наши предки все родились, где-то живут, то они нас защищать никак не могут, потому что это уже, получается, живые люди, а не души наших предков, правда? Так вот, если родовое древо существует, если есть наши предки там, которые нас слышат, помогают и защищают, следовательно, нигде они не рождаются, а их душа остается там. Во всем есть логика. Этот мир не какой-то лишенный логики, какая-то абстрактная ерунда, понимаете? Душа рождается, умирает, уходит туда и начинает оберегать свой род. Память души. Откройте, посмотрите. Почему нам кажется иногда, что мы здесь, в этом месте были когда-то, и мы говорим, вот некоторые там сразу начинают втирать. Вот реинкарнация, как одна пуделиха там с бижутерией говорила. Вся версия, вот на чем держится вся магия, да, вот реинкарнация души, вот если Хосроева это не признает, она ничего не знает. Вот все, что держится для себя магию, вот так и разговаривает, да. Так вот, о чем это говорит? Это говорит, что для таких аферисток, например, реинкарнация – самая хорошая почва заработать бабки с лохов. Потому что ни одна ведьма, уважающая себя, не будет развивать тему реинкарнации, дорогие друзья. Объясняю почему. Когда ты приходишь к такой пуделихе, да, с бижутерией, она говорит: а вот вы в прошлой жизни были это самое Гитлером, а поэтому вам нужно кармические узлы очищать через карму своих там перевоплощений и так далее. То есть крутит тебе мозги и говорит: давай бабки, бабки, сюда деньги, давай, бараниха моя, я тебя буду, твои кармические узлы чистить. Прям этим ёршиком. Так вот, дорогие мои, таким аферисткам, как вот эта подобная пуделиха, например, очень выгодна эта тема реинкарнации. Они очень болезненно относятся, когда ты, например, аферистическую контору разносишь к чертовой матери, да? Почему? Потому что если приходит к ведьме, ведьма должна увидеть полностью, что у тебя происходит, откуда пришло, описать твою жизнь. Если там нету ведьмы, а есть пуделиха с бижутерией, то пуделиха тебе говорит: вот ты в прошлой жизни там была там какой-то страшной женщиной, вот, поэтому кармические узлы вот твои надо чистить. То есть пуделихе не надо напрягать мозги и что-то увидеть. Она ничего не видит, ни хрена. Пуделихе достаточно сказать тебе, что у тебя кармические какие-то узлы где-то в трусах связались, перевязались, и что ты в прошлой жизни была кем-то. Так вот, ты не проверишь прошлую жизнь ни черта, понимаешь, кем ты была, что ты была. Но если ты поверишь пуделихе, значит, деньги ей принесешь. Так вот, вот таким подобным пуделихам очень выгодна эта тема. Понимаете, эта тема для них почва для зарабатывания денег с лохов. О чем это говорю? Да, это хорошая почва заработать на лохах деньги. А если ты приходишь действительно к мастеру, то этот мастер должен видеть твою проблему. Вот так и проверяется, да, где пудель, а где ведьма. Реинкарнация – это просто очень хороший придуманный бизнес для лохов. Чтобы ничего не объяснять, чтобы ничем не обладать, чтобы никак ничего не делать, достаточно просто сказать, что ты в прошлой жизни кем-то была, и это ты не проверишь. Согласны со мной? Так что, естественно, вот реинкарнация – это херня хернёй на постном масле и намазанной сверху еще пудельным жиром. Пойдемте дальше. Тебя наказывает Вселенная, и ты не понимаешь, за что. Ладно, если это твои
скажем так, если это твои предки совершили, еще можно понять, за предков мы отвечаем. Но если реинкарнация, вот ты приходишь, и ты мучаешься, и мучаешься, и мучаешься, не можешь понять, за что, почему. Тебе говорят, вот в прошлой жизни ты там это сделал, то сделал, но ты же не виновата, ты же не помнишь, что там ты делала и за что. Дорогие друзья, вот ребенок твой идет домой, да, со школы, ты хватаешь его за уши и сразу говоришь, так, быстро там, иди в в угол. И он, мама, за что? Вот просто вот так надо. Не помнишь ты, не знаешь и нечего, иди там стой. Это то же самое получается, если бы... Да, пудельный жир, он очень хорошо помогает, мозги становятся на место. А если у них мозги удалили, они могут очень хорошо через этот жир взрастить новые мозги. Если вы наказываете ребенка и не объясняете, за что, он сделает выводы. Вот как вы думаете? Конечно, нет. То же самое, где там логика, если наказывает Вселенная тебя за то, чего ты не помнишь, не знаешь, то есть ты выводы делать ты не можешь, ты не знаешь, за что тебя наказали-то, понимаешь? Вот то же самое. А вот зато вот так надо, ты в прошлой жизни вот так сделала. И ты думаешь, ну я откуда знаю, я делала или не делала? Неужели я заслуживаю наказания? Я ж не могу понять, я виноват или нет. Я же не помню ничего. Так что о реинкарнации я уже один раз говорила и так далее. Слушай, не можешь меня понять? Пошла на 3 буквы и еще дальше. Если пошла нахер, если ты меня понять не можешь. Вот я сейчас буду переживать, чтобы ты меня поняла. Пошла ты вон. Пойдемте дальше. Вы что думаете, я буду вам задниц, что ли, целовать? Вот мне делать больше нехер. Каким-то там пуделем тут притащились. Роковая любовь. Почему люди любят друг друга в этом мире? Откройте, посмотрите мой ролик. Первый раз увидели, они уже расстаться не могут. Они всю жизнь будут вместе. Им будут мешать, не мешать. Они будут расставаться, оставаться. Они очень родные люди. Для них не существует никаких границ, никаких разговоров, никаких... Они просто очень родные люди. Они настолько близкие, что... ну вот это не просто любовь, это близость души, это родные души. А потому что они любили друг друга еще до рождения. Именно поэтому многие люди здесь не находят себе партнера, так и остаются одни в итоге. Именно поэтому любой религиозный обряд отсекает. Именно поэтому они, скажем так, многие люди тянутся в какие-то другие века, знаете, которые... по их пониманию, это самые лучшие времена. Почему? Потому что он родился в другом веке и умер, и тебя ждет теперь там. И тебя все время тянет на тот век. Ведь до того, как родиться сюда, ты знала, что он родился в каком-то веке том. И вот когда ты сейчас родилась, память души, она вроде бы осталась в подсознании, но ты не понимаешь ничего в этом. Поэтому тебя тянет в другие века, потому что ты знаешь, что он остался там. То есть он там умер. Умер, и его душа уже ждет тебя вот в другом месте. Очень редкий случай, когда люди рождаются вместе в одно время, в одну эпоху и находят друг друга. Это и есть роковая любовь. Дальше, что я хотела насчет реинкарнации, не до конца сказала. Да, вызов души. Не может человек быть реинкарнирован, где-то перерожден, если мы вызываем его душу. Кто-то же должен прийти еще. Еще какой-то момент насчет вот этого всего связанного. Сейчас вспомню, одну секунду. Ой. Уже все улетело. Да идите вы нахер со своими гомосексуалистами, заипали, извините за выражение. Причем здесь твои гомосексуалисты и мировые тайны? Объясните мне, а? Фу. Прям пока не обматеришься, реально не отстанут. Значит, почему кажется, что
что душа... Да, это вопрос к Матвею, он в этом хорошо разбирается, у него там целые записи о том, как его имели, и извиняюсь. Если бы я потеряла совесть, я бы могла это выставить. Но я не хочу это выставлять, потому что это такая грязь. Фу. Пускай идут там, Самир ему объяснит, как, чего, и лучше предохраняться. Они братья по разуму. Так что идите, пожалуйста, с этими вопросами туда. Они профессионалы, они вам лучше объяснят. Да, Роман, да. Его подруга Алина мне скинула и говорит: Инга, послушайте, что он там говорит. И скажите ему, зачем он там всем подряд это рассказывает. Вы же понимаете, что это могут использовать против него. Но я настолько благородный человек, что, невзирая на всю эту подлость, я не выставила и не показала. Мне кажется, то, кто он есть на самом деле, уже и так видно без этих записей. Так вот, почему нам кажется, что наша душа, скажем так, уже здесь побывала? Потому что до того, как родиться, мы бываем в том роде, в том роду, в той местности, где мы должны родиться. Нашей душе дают позволение прийти посмотреть эту местность, в которой мы потом родимся, и эту семью. Понимаете, почему? Поэтому нам кажется, что мы здесь уже были. Мы здесь уже были, мы здесь уже находились. Как же мы можем... Это что, мы жили до этого? Нет. Вот точно так же, как мы сегодня видим привидения, призраки и боимся, когда-нибудь мы с вами были привидения и призраки. И бродили там, и смотрели, высматривали. Может быть, сотни лет смотрели за этим родом, где мы должны родиться с вами. Так, мне кажется, что основные вопросы мы с вами затронули. Если есть у вас еще вопросы, задавайте, и я пойду. Мне уже голова кружится. Да, дежавю, это то же самое дежавю. Алла, не факт, что ваша душа выбрала. Очень может быть, что тебе сказали, ты тут родишься, поэтому познакомься. Знаете, как в древние времена говорили, в первый же день свадьбы познакомились и сказали: познакомься, твой будущий муж. Вот то же самое. А смысл в этом мире, значит так, выкиньте вот это, да, это существо отсюда. Слушаю вас. Ваши вопросы, которые вы не прояснили. Да я знаю, что я устала. Сейчас пойду отдохну. Мне уже мат-перемат. Мне уже вытягивают на мат, уроды моральные. Так, слушаю вас. Нету вопросов? Как там сказал наш Сухов? Вопросы есть, вопросов нет. Ура! Господин объявил меня любимой женой. Боятся задавать, да. Потому что после того, как я уже столько объяснила, еще вопросы задавать какие-то идиотские, это, конечно, и вообще... Что еще у вас есть? Вопросы есть, вопросов нет. Я пошла. Вот так вот, блин. Знаете начальника. И нечего, расслабились совсем. Да, Пусек? Пусек уже уснул. Все. Я пойду, друзья мои. Мне еще надо отвечать на вопросы сегодня. И кое-что хочу снять. Кстати, я хочу сегодня очень интересную работу вам дать, которому много тысяч лет. Стражника времени, открывающий вам дорогу. О, это очень сильная работа. Я долго думала, надо, нет. Но решила все-таки эти работы потихоньку вам подарить. Но хочу вам сказать, что эту работу могут сделать и практики для людей, которым это надо. Ну ладно, все. С ключами делали, да, вы знаете, насколько это сильно. Вот то, что вам сейчас дам, оно сильнее, наверное, в 20 раз. Все, я пошла готовиться. Всем удачи, всех благ. И живите в мире с богами, с демонами и со всем миром. Да, сохранится эфир, сохранится. Все.